Почему Московия считалась азиатской страной и татарской провинцией? Киевская Русь исчезла под монгольской ордой. Ее княжества потеряли до половины населения, города обратились в пепел, а сама она надолго пропала с радаров соседних стран. Лишь с XIV века на землях бывшей Киевской Руси появляются государства-преемники, однако не всегда в них европейцы узнавали своего бывшего соседа. Приходилось заново открывать для себя восток Европы, изучать обычаи и нравы русского народа, чаще именуемого московитами или рутенами. И часто европейцы писали, что московиты куда ближе к тартарам и туркам, нежели к европейцам. Жители Московии имели множество обычаев, которых не было в Европе, зато в изобилии были у турок и татар, что заставляло иностранцев делать свои выводы. Русские женщины закрывали все тело тканями, кроме лица, на манер восточной паранджи. Большую часть времени они проводили в теремах, как на Востоке в гаремах, изнывая от праздности и безделья. Из дому они выходили лишь в сопровождении мужа или братьев. Польские дамы с пышными прическами и декольте были полной противоположностью тому и вызывали у московитов ужас и отвращение. Положение женщины было строго подчиненным. Считалось хорошим тоном периодически поколачивать супругу, а та не имела права перечить мужу или каким-либо образом вызывать его недовольство. Точно так же строились отношения у знатных мусульман. Московиты не знали, что такое вилка, и когда видели их на балах в Европе, истово крестились, считая, что это символ дьявола, трезубец. Музыка была под запретом в городах для простолюдина. Только царевым вельможам услаждали слух во время трапезы с помощью гудошников и гусляров. Польские оркестры в городках, которых Московия присоединила к себе, сначала вызывали шок, а затем и запрет. Мздоимство или взяточничество было нормальной практикой в судопроизводстве, что для тогдашней Европы было символом крайнего упадка, а вот в Османской империи точно так же судья мог брать подношения от сторон и на этой основе выносить решения. Более того, в Московии именно подношения и были источником пропитания для чиновника. Конечно же, о справедливости такого суда не могло быть и речи. Власть была крайне деспотичной и жестокой, и не терпевшей никакой конкуренции, что идеально соответствовало нравам любой ближневосточной сатрапии, но было очень далеко от европейских порядков, где короли сильно зависели от знати. Русский язык довольно далек от других славянских языков. Например, украинский, словацкий и польский значительно ближе друг к другу, чем к русскому. Это воспринималось как русский, особый язык, не всегда даже похожий на славянский. Московиты одевались и выглядели по тюркской моде. Мужчины брили головы и носили длинные бороды, одевались в кафтаны и шаровары с сапогами. На головах даже дома носили маленькие шапочки, как нынешние тюбетейки. Женщины заплетали волосы в косы, скрывая их за высокими головными уборами и платками, носили сарафаны и те же кафтаны, украшенные мехом. Положение польских крепостных было тяжким, но все же они имели право уйти от помещика, если тот не исполнял своих дел к ним. Московиты же запрет ввели только в смутное время, во время польской же интервенции. До того положение крестьян было не лучше последних рабов. Мусульмане считались в стране довольно влиятельной силой и куда менее ограничивались, чем христиане-католики или протестанты. Как будто не христианская Европа была ближайшей к Московии, а исламская Персия или Турция. В отличие от многоязычной и уже тогда многоконфессиональной Европы, Московия являла собой настоящий православный халифат. Религиозная экзальтация пропитывала все слои общества, однако это не мешало творить лютые зверства, а затем отмаливать их в храмах и монастырях. Неправославные, прежде всего католики и протестанты, резко ограничивались в правах и месте жительства. Ксенофобия и изоляция были беспримерными. Доходило до того, что иностранцев духовенства объявляли слугами сатаны, а православный московит может жить только на родине, и при пересечении границы он немедленно погибнет. Кроме того, на иностранцев сильно действовали и многочисленные татарские князьки и царевичи при московском дворе, которых радостно привечали. Им давали уделы русских крестьян, титулы,
в обмен на военную службу. Семьями, кланами, со слугами и вассалами переселялись они на Русь, принося свои обычаи и язык. Тюркизация общества была очень сильна и заметна. Московия получила колоссальный пласт тюркских слов в бытовую речь. Тамга – деньги, почта, таможня, собака, штаны, шапка, японча, кокошник, кувшин, башлык, стакан. Неудивительным в таком случае будет то, что Афанасий Никитин, русский путешественник в Индии, свои наблюдения писал на двух языках – русском и татарском, перескакивая с одного на другой или путая слова, что типично для билингва, воспитанного в двуязычной среде. Замечалась и отсталость Московии, особенно в военном деле. Царям приходилось нанимать иностранцев, формировать из них полки, а некоторых ставить учителями для московских полков нового строя, которые вооружены, одеты и обучены по европейскому образцу. При господстве монголов и татар, отмечал русский исследователь Рихтер, почти переродились русские в азиатцев, и хотя ненавидели своих притеснителей, однако же во всем им подражали и вступали с ними в родство, когда они обращались в христианство. Если вам понравилось видео, ставьте лайк и подписывайтесь на канал.